Ну что же, всем привет всем! Я рад вас приветствовать на канале PubQP, где мы снимаем обзоры на различные игрушки и гаджеты, которые, по нашему мнению, отлично подойдут в качестве подарка вашему ребенку. Итак, сегодня новый обзор, очень интересные, на мой взгляд, игрушки, но не все так однозначно, обо всем по порядку. Итак, у нас сегодня на обзоре интерактивный робот OP1 от компании Silverlead. Очень похож он на человека, вместо ног у него 3 колеса, руки двигаются, сгибаются в локтевом суставе, шея поворачивается, в общем, отличная игрушка. Вот, ну давайте начнем с коробки. На самом деле распаковали мы эту игрушку давно, он у нас уже, наверное, больше года. Вот, собственно, о впечатлениях и опыте я тоже в конце расскажу. Итак, коробка. Робот поставляется вот в такой коробке. Классная, большая коробка, красивая. Знаете, вот когда на дне рождения составляются коробки, все подарки на один какой-то стол или там фотозону, ваша коробка будет одной из самых заметных. Большая коробка. На витрине тоже она выделяется. Робот сфотографирован такой с самого лучшего своего ракурса. Вот. Итак, обзор коробки. На фронтальной стороне красуется сам робот, как вы видите. Также изображен пульт управления и информация, что робот программируемый. Это на самом деле вот очень подкупает. Вот. И то, что робот реагирует на звуки. То есть Lovely Motion with Sound Detection. Также мы видим значок 8+, то есть это значит, что игрушка предназначена для детей от 8 лет. Это важный нюанс, на нем нужно заострить внимание. Это что касается лицевой стороны игрушки. Идем дальше. Что же у нас тут сбоку? Здесь тоже довольно большой объем информации. Робот радиоуправляемый, управляется на частоте 2,4 ГГц. Издает звуковые эффекты, имеет светодиодные глаза, моторизированные руки и является программируемым. Также у него есть функция шпион и функция прямого вещания. Вот как видно, Live Broadcast и Spy Future. Вот. Идем дальше. На задней стороне тоже красуется сам робот и различные функции описаны. Итак, то, что робот программируемый с реалистичными движениями, вот эта картинка нам говорит. Дальше, реалистичные движения с распознаванием звука, то есть робот реагирует на звуки, которые его окружают. И имеет моторизированные руки, поднимает предметы обеими руками. Ну, вот здесь я бы поспорил, но сейчас не об этом, идем дальше. Выполняет команды, играет, как здесь написано. Котик, к сожалению, в комплект не входит. И танцует. И также есть функция отслеживания команд, автоматическая запись и повторение команд управления. На этой стороне просто вот такой красивый робот. Ну что же, от обзора коробки переходим к самому роботу. Итак, вот сам робот. Действительно, у него двигаются руки, двигается голова. Вот такой удобный пульт в комплекте с большим количеством кнопок. Ну что ж, давайте разберемся по порядку в функциях этого робота и сделаем выводы, так ли эти функции интересны, полезны и так далее, и будет ли эта игрушка интересна и полезна вашему ребенку. Есть некий опыт, ну давайте обо всем по порядку. Первое. В отличие от своих младших собратьев, робот не балансирует на двух колесах. У него сзади имеется вот такое колесо, на которое он опирается. Просто есть более меньшие модели, младшие, они балансируют на двух колесах. Вот здесь такого нет. Минус или не минус, ну, наверное, это было сложно решить при роботе такого размера. Робот довольно большой. Давайте его включим и посмотрим, что он умеет. Для включения нам понадобится 9 батареек класса А, так называемых пальчиковых батареек, 3 батарейки пульт и 6 в робота. И здесь вот на самом деле первая проблема.
найти такое количество батареек, возможно, не проблема пойти и купить, да, но ребенок с удовольствием вытащит через некоторое время эти батарейки и распихать по другим игрушкам. Потому что, ну, то есть, занимать 9 батареек в одном роботе, это с точки зрения ребенка, там, 5-6-летнего, не очень выгодно, когда можно на эти, там, 9 батареек запустить 2 машинки, там, или машинку, или еще что-нибудь. И здесь вот, на самом деле, первая такая проблема. Но проблема или нет, может быть, это у нас такая проблема, но посмотрим. Давайте включим робота. Здесь есть такая кнопочка. Включаем. Вот у него загорелись глаза, он начал движение. Пульт мы тоже сейчас переведем в автоматический режим. Вот таким чудесным образом робот нас приветствует. Говорит на непонятном языке, но, видимо, на каком-то иностранном, но произношение не идентифицируется. Так, пульт пока оставим. Итак, включаем робота. Звучит приветствие. Первое, что нам обещает инструкция, это реалистичные движения с распознаванием звука. Да, действительно, вот робот сейчас реагирует на то, что я говорю. Видимо, у него есть какие-то датчики. Он какими-то такими запрограммированными командами реагирует на звук. Поворачивается в сторону источника звука, сам издает звуки в ответ. Вот это активно он нам демонстрирует. Руки и голова двигаются, как у настоящего человека. То есть не могут они вращаться вокруг своей оси, ну то есть как у настоящего человека. Моторизированные руки, которые поднимают предметы. Давайте я его, наверное, немножко выключу, чтобы он не паниковал. Итак, что касается моторизированных рук. Давайте я подвину его поближе, посмотрим на моторизированные руки. Рука действительно мощная. Она вращается вот в этом суставе. Она вращается вот в локтевом суставе. Но, к сожалению, мы не можем управлять кистью. Кисть — это просто подпружиненный механизм, которым мы на пульте управлять не можем. Давайте посмотрим, как сейчас это будет выглядеть, если мы включим пульт. Переведем пульт в ручной режим, чтобы робот на нас не реагировал. Итак, попробуем управлять руками. Да, вот. Он управляет руками. В этой оси, в этой оси. И есть небольшая задержка, но тем не менее он двигается. Довольно реалистично это двигается. Вот, но, к сожалению, кистью мы управлять не можем. А так как робот не может наклониться, предметы мы поднять не можем. Можем только дать ему что-то в руку, и он может этим размахивать. Сейчас я найду какой-нибудь колпачок, дам ему в руку. Ну вот, например, у нас есть вот такая ручка, можем дать ему в руку ее и попробовать управлять этой рукой. Вот как-то так это выглядит. Ну, наверное, да, ребенку может быть интересно. Идем дальше. Вот так осуществляется управление. Вперед-назад. Довольно чувствительно. Так что товарищ не упал. Также управляем головой. Голова очень подвижная. Выглядит очень эффектно с этими светодиодными огнями. Итак, дальше о функциях. Нам обещают, что робот танцует и воспроизводит музыку. Активируется данная функция нажатием кнопки демо на пульте или кнопкой на туловище. Причем несколько раз подряд вы нажимаете на эту кнопку, так по порядку музыка и вариант танца меняется, то есть разная музыка. Это вот эта кнопка демо. Давайте попробуем. Собственно, это самая востребованная функция у ребенка. То есть, когда приходят какие-то друзья или гости, ребенок достает этого робота с полки. Если нашел батарейки, вот, то это самая востребованная функция. Давайте посмотрим. Надеюсь, YouTube нас не забанит. Если забанит, то музыку придется заменить. Вот, мы нажали кнопку демо.
Вот такой классный танец. Постоянно он норовит упасть у меня со стола, поэтому лучше с этим роботом иметь дело на полу, потому что он неконтролируемо вращает колесами и может куда-то свалиться. Итак, ну вот, собственно, это... Давайте я его отключу пока, чтобы он не перебивал нас в очередной раз. Это самая востребованная функция, ребенок освоил эту функцию очень хорошо. В общем-то, это самая популярная функция, но, как вам сказать, то есть этот робот в детском мире стоил порядка 5000 рублей, на официальном сайте он стоит порядка 10 тысяч рублей, покупать его ради того, что вот он демонстрирует 5 разновидностей танца, ну не знаю, смотрите сами. Идем дальше. Итак, что же такое функция шпион? Инструкция нам говорит, что мы нажимаем кнопку, давайте я его включу, что мы включаем на пульте кнопку монитор. Вот такая кнопка, нажимаем. Так, сейчас еще раз надо будет перезагрузить пульт, чтобы они друг друга увидели. Итак, нажимаем кнопку монитор. Вот звучит такой фон. Это активизируется микрофон. Собственно, вот это все зафонило. Жутким образом. Давайте я включу. Итак, что же это такое? В робота встроен микрофон, который передает звук на динамике, расположенной в пульте. Таким образом можно отправить робота в соседнюю комнату и послушать, что там происходит. Помним, да, что у нас робот рассчитан на детей от 8 лет. Функция у детей там, с 4-5, функция, к сожалению, не востребована. Оказалось. Итак, идем дальше. Функция прямое вещание. Удерживаем кнопку Talk на пульте и говорим в микрофон, встроенный в пульт управления. Робот в это время воспроизводит то, что вы говорите, через свои динамики, установленные в роботе. На пульте также есть Voice Changer. Вот эта кнопка. Здесь переключается 5 вариантов. 5 фильтров для голоса. Также при нажатии на кнопку Repeat робот повторяет ваше сообщение. Для записи доступны 3 ячейки памяти, они переключаются рычажком на пульте. Но давайте я сейчас попробую, будем надеяться, что не зафонит. Включаем пульт. Ну, каждый раз он у нас вот так вот приветствует. И нажимаем функцию Talk. Раз, два. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, то есть вот я удерживаю эту кнопку и говорю. Можно переключить различные фильтры для голоса. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Вот такая интересная функция. Кстати, ребенку нравится говорить различными голосами. Довольно интересная функция. Так, выключаем, чтобы он нам не мешал. Вот так выглядит функция прямого вещания. Ячейки для записи я сейчас не буду тестировать, потому что микрофон очень сильно фонит. Итак, самое главное, ради чего, собственно, этот робот покупается. Нам обещают, что этот робот программируемый. Как это выглядит в нашем случае? На пульте мы нажимаем и удерживаем кнопку трекинг. Вот, есть такая кнопка. Трекинг. Вот. Потом двигаем, например, руку или голову. После каждого движения нажимаем кнопку Execute. Потом выходим из режима программирования, и по команде робот должен начать выполнять заложенную программу. Движение запрограммировать нельзя, ну то есть вперед-назад робот перемещаться не будет. Но роботом можно управлять во время выполнения вашей программы. К сожалению, не знаю, может быть это проблема конкретного экземпляра. Вот, но эта функция трекинг не всегда срабатывает. Собственно, у ребенка она тоже не вызвала большого интереса. Давайте вот пошевелим руками и попробуем это записать.
то есть вот при нажатии на кнопку Repeat, вот он выполняет определенные действия, которые мы запрограммировали. В этот момент роботом можно управлять. Вот, в общем, вот такими функциями обладает данный робот. Давайте я его выключу, чтобы он меня не перебивал. Идем дальше. Давайте перейдем к впечатлениям и опыту использования. Мальчику в 5 лет игрушка очень понравилась. Большой робот на радиоуправлении, красивый, большой, отлично смотрится на полке, впечатляет всех друзей, всех гостей. Классная игрушка. Покупке предшествовал, в общем-то, поход на интерактивную выставку роботов. Вот. И оттуда ребенок вышел с четкой целью, что ему нужен дома робот. Из всего доступного, что было в детском мире за приемлемые деньги, я понимаю, что настоящие интерактивные роботы стоят гораздо дороже, но ребенку в 5 лет вот я посчитал, что этого достаточно. Итак, разобраться с функцией программирования ребенок не смог. Возможно, потому что не 8+. Возможно, потому что ребенку 5 лет, 5-6 лет, и, возможно, мы еще до этого дойдем. В общем, достаем мы этого робота редко, так как, во-первых, для его запуска нужна гора батареек, а их не всегда столько есть в наличии. Популярностью пользуется только функция демо-режима, в которой робот танцует. Например, приходят гости, и мы демонстрируем этого робота в этом режиме, и на этом, пожалуй, все. Домашние животные, возвращаясь вот к картинке на коробке, как котик играет с этим роботом, наши домашние животные разбегаются в ужасе от этого робота. Еще раз повторюсь, наш экземпляр был куплен в детском мире за 5900. И это была скидка с 7 или с 8 тысяч рублей. На официальном сайте сейчас этот робот стоит порядка 10 тысяч. Что, на мой взгляд, это сильно завышенная цена для такого устройства. В одном из своих обзоров мы рассматривали как-то интерактивную колонку с Алисой от компании Яндекс. Если не видели, посмотрите, довольно популярный ролик на нашем канале, подсказка вылезет сейчас где-нибудь вот здесь наверху экрана. Так вот, эта Алиса гораздо более умный и интерактивный робот, несмотря на то, что она не двигается и стоит на месте. Но это, опять же, на мой взгляд. Что нужно обязательно отметить? Возможно, ребенок просто еще мал для того, чтобы найти применение всем вот функциям робота, так как рекомендуется возраст все-таки от 8 лет. Если у вас есть такой робот, напишите в комментариях, какие функции и как используют ваши дети. А также мы будем признательны за лайк и подписку под этим обзором. Еще вот какой момент. Мне почему-то кажется, что когда ребенку будет 8 лет, или ребенок будет 8 лет и старше, такой робот ему будет уже не интересен, и эти функции ему будут уже не интересны, потому что ребенок, возможно, будет уже увлечен, игровой приставкой, PlayStation, компьютерными играми и прочее. То есть такие простые функции, как запустить, этого робота в комнату к сестре и послушать, о чем она там говорит, уже, наверное, будет не востребовано. И вот здесь, наверное, кроется проблема. То, что для 5-летнего ребенка, когда ему этот робот интересен, но функции этого робота ему не интересны, а когда ребенок вырастет и разберется с этими функциями, ему уже, наверное, эти функции будут не актуальны. Что же я сейчас бы купил вместо вот этого робота? Если ваш ребенок настаивает на покупке робота, то я бы купил наборы, где 2 робота, и можно управлять этими роботами вдвоем. То есть устраивать какие-то бои, догонялки и играть с ребенком вдвоем. То есть если у вашего сына или дочери нет братьев и сестер, то это будет интересно играть даже вам. И это будет гораздо более востребовано, чем просто вот один вот такой вот робот. Это вот, наверное, мое оценочное суждение, если хотите. На этом, наверное, все. Такой немножко сумбурный получился обзор. Коротенечко мы пробежались по основным функциям. Но на самом деле сценарий к этому ролику занял 4 листа. Это был первый раз,
что я писал сценарий к обзору. Вот. Но как-то надо подтверждать, что мой канал посвящен различным игрушкам, а не просто машинкам Hot Wheels, которые очень популярны и которые смотрят, ролики с которыми набирают большое количество просмотров. В общем, судите вам, пишите в комментариях, понравился ли вам такой робот, есть ли у вас такой робот, востребованы ли у вас какие-то функции этого робота, нравятся ли они вашему ребенку. На этом, наверное, все. Свой обзор я заканчиваю. Всем спасибо, всем пока.